You did your best to make me yours. If I knew how all of this would turn out, but nobody knew. And now we done it, you. Всем привет, это Лайки Ньюс, и с вами Кристина. Я знаю, что вы очень любите видео, связанные со школой, особенно школьные принадлежности. И сегодня я подготовила для вас несколько крутых DIY к школе, которые, я думаю, что вам точно понравятся. Итак, давайте мастерить вместе с вами. Игру из предыдущего видео с лайфхаками для начинающих художников. Там я рассказывала о правилах. Вам нужно найти 3 значка лайки, которые я спрятала в этом видео. Мини-призом сегодня будет 7 лайков на ваши фотки в Instagram и подписка. Ищем лайки и участвуем! Нам нужна будет вот такая корректирующая лента. Берем массу для лепки, у меня глина, которая застывает на воздухе, и полностью обклеиваем. Чтобы замаскировать неровности, я тот еще скульптор, берем плохо заточенный карандаш и делаем отверстие по всему изделию. Оставляем высыхать. Покрываем будущего монстрика зеленой краской. Теперь он становится похож на спелый авокадо. Приклеиваем глазки. А там, где будет выходить корректирующая лента, делаем ротик. Я прорисовываю линию черным лаком для ногтей и после высыхания делаю зубки белой акриловой краской. Мне так нравится этот монстрик, и главное, что такого в школе точно ни у кого не будет. Красота! Возьмите скучные ручки и карандаши. У меня есть механический карандаш, которым я постоянно рисую, но мне не нравится то, как он выглядит. Я хочу сделать его космическим. Как-то я делала маникюр в подобной технике и теперь решила попробовать с канцелярией. Покрываем всю поверхность фиолетовой краской. Теперь с помощью губки похлопывающими движениями наносим черный, розовый, зеленоватый и белый лак. В общем, создаем космос. Когда все окончательно высохнет, можно добавить лак с блестками. Вот, красота! Теперь мне нравится. Этот карандаш покрываем белой краской или белым лаком для ногтей. После высыхания проставляем разноцветные точки лака. Я делаю дотсом, можно использовать и шпильку. Получается конфетти. Теперь я беру игрушку антистресс, у меня завалялся вот такой пончик. Делаем отверстие в нем и приклеиваем. Красота! Ищем лайки, не забываем! Нам нужна будет одна скучная точилка с резервуаром. Обклеиваем ее массой для лепки наполовину, лишнее я срезаю. Линейкой создаю рельеф шоколада. Нижнюю часть я оборачиваю фольгой, чтобы было более реалистично, а сверху также оборачиваю глиной, имитируя обертку. Оставляем высыхать, теперь раскрашиваем красками или лаками для ногтей. Я использую коричневую акриловую краску. Когда шоколадная часть высохнет, можно приступать к обертке. Теперь, когда все высохло, можно придать шоколадке более кавайный вид и смело использовать. Обожаю необычную канцелярию. Она так поднимает настроение и оттеняет скучные школьные будни. Еще одна идея для точилки. У меня старая точилка, которая давно сломалась, сейчас я подарю ей вторую жизнь. Приклеиваем маленькую точилку в крышку, а сверху украшаем. Создаем пенку и потеки. Сам резервуар я покрываю светло-коричневой краской, как в крафтовых стаканчиках.
бумажную этикетку и подписываем. Раскрашиваем пенку лаками, и пока лак не высох, высыпаем сладкую посыпку. Она хорошо приклеивается. Для уверенности можно взбрызнуть лаком. Готово! Можно использовать. Клей мы сделаем крутой канцелярской фишкой. Возьмем обычный клей ПВА, отрываем этикетку. Носик мне напоминает рожок единорога. Его мы и будем делать. Покрываем золотой краской или лаками для ногтей. Если у вас есть цветные помпоны для творчества, прекрасно используйте их. Я же покажу бюджетный вариант. Нам нужна будет обычная вата. Сворачиваем пальчиками шарики разных форм, от больших до мелких. Обмакиваем в любой краске и ждем, пока все это высохнет. Сохнут кругляшки не быстро, так что лучше оставить на ночь. Когда все высохнет, у нас получаются классные шарики для творчества. Приклеиваем в хаотичном порядке. Готово. Теперь делаем глазки. Я намечаю круги маркером, а сверху покрываю все черным лаком для ногтей. Проставляю блики, реснички и ротик с румянцем. Можно добавить радугу. Так получается очень эффектно. Готовы к использованию. Для этой идеи нам нужна будет обычная кружка. Я покрываю сверху белой акриловой краской и оставляю до полного высыхания. Теперь нам опять нужна будет масса для творчества. Обклеиваю ручку кружки, формирую шею фламинго. Разгладить можно палочкой. Оставляем сохнуть. Тонким прозрачным скотчем мы создаем зигзаг принт и покрываю все это сверху розовой акриловой краской. После того, как все подсохнет, убираем скотч. Белой краской подрисовываем неровности и рисуем мордочку самого фламинго. Лучше использовать лаки для ногтей. Эту идею мне подсказали мои отрывные листочки, которые я заказывала еще в прошлом году. Вы могли видеть с ними видео по заполнению планера. А потом кружка стала появляться на инстаграм-фотках и очень сильно запала мне в душу. Оказалось, что делать ее очень просто. Все это вы видели сами. Пить из нее, конечно, нельзя, но использовать на фотографиях или складывать туда разные канцелярские принадлежности можно. Такая штука точно станет настоящим украшением вашего стола. You're looking like a movie star, but I know just what you are. Seems like you're type to be on the floor. You're looking for a kind of queen, the baddest one you've ever seen. You're shining bright as crystal, moving like a twister. Ooh, I'm swaying to the hits, boy, loving everything. Пишите, на каких секундах появляются значки лайки в комментариях. Не забудьте также указать свой ник в Instagram, чтобы я могла найти вас и подписаться. Ставьте лайки и напишите, в форме чего сделать канцелярию в следующий раз. А может, вы хотите новую порцию лайфхаков к школе? Внимательные зрители знают, что я очень активно отвечаю на ваши комментарии в первые часы после выхода видео, так что пишите. Я с удовольствием почитаю и отвечу. Спасибо за просмотр этого видео, мне очень приятно и важна ваша поддержка. Люблю вас, мои хорошие. Вот такие классные самоделки у нас с вами получились. Пишите в комментариях, что из этого вам понравилось больше всего и какое видео, связанное со школой, сделать в следующий раз. Я планирую снять либо лайфхаки, либо заполнение планера или создание его своими руками, так что пишите все ваши идейки в комментариях. И будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока! Shining bright as crystal, moving like a twister. Ooh.